Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства не собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также не забывайте заглядывать в раздел Shorts и в раздел Сообщества. Там представлены узорчики уже в готовом виде. Вы можете выбрать тот, который вам понравился, и по ссылочке пройти на полное видео, там, где будет описано, как правильно связать тот или иной узорчик. Отдельный привет я передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, пожелания. Я сегодня к вам вот с такой палитрой ниточек. С ниточками такими мы давно уже работаем. Ну и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с такими ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Моточки. В моточках получается моточки по 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Пока не забыла, называют цвет. Цвет на камеру чуть-чуть темнее выглядит, он немножко понежнее. Цвет, смотрите, 117. Я данную пряжу крючком вяжу номер 3. Так. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, не обязательно такую, которую показываю я. Можете и такую взять, да, можете свою брать, летнюю, демисезонную, зимнюю, неважно. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Возможно, из вашего варианта пряжи узорчик будет выигрышнее смотреться, нежели чем из моей. Но самое главное, прочитайте также инструкцию, аннотацию и правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, к сегодняшнему узорчику я прикладываю схемку. Схемка, в принципе, понятная, все читабельно. Кто умеет работать самостоятельно со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, просто повторяйте за руками, у вас все обязательно получится. Но вы можете параллельно смотреть на схемку. Так, провяжем элемент, посмотрите, провяжем, посмотрите. Ну, чтобы просто научиться самостоятельно в дальнейшем работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Я наберу 3 раппорта, это 36 воздушных петелек, и 1 петелька дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Вы, в свою очередь, можете набирать столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, с новичками провязываем вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Так, опытные мастера могут приступать сразу же к узорчику, а мы провяжем столбики с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько ввели крючок, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Дальше накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же ввели крючок и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот наша с вами задача пройтись вот так вот по всей цепочке и в каждую петельку цепочки провязать столбик с накидом. Это несложно, но не очень сильно быстро. Так? Поэтому аккуратненько провязывайте, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть у вас ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я вот, например, набрала 37 воздушных петелек, значит, у меня должно получиться 37 столбиков с накидом. Все, ничего сложного. Первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. Это несложно. В конце ряда встретимся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, для начала, смотрите, делаем одну воздушную петельку подъема,
поворот. Теперь сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Теперь делаем накид. Будьте внимательны. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Считаем. 1. Накид. Сюда же, в этот же столбик, нырнули, провязали второй столбик с накидом. 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вернулись опять сюда же, к этому столбику, и провязали еще 2 таких же столбика с накидом. 1, 2. У нас получился вот такой вот небольшой веерочек. Дальше пропускаем опять 2 столбика. 1, 2. И в третий провязываем столбик без накида. Есть. Дальше будет повторение. Накид. Опять пропустили 2 столбика. 1, 2. В третий провязываем наш веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И опять вернулись в этот же столбик и провязываем опять 2 столбика с накидом. 1 и 2. Ставьте либо на паузу, либо в настройках настраивайте удобную для вас скорость, чтобы у вас все получалось. Итак, опять пропускаем 2 столбика и в третий провязываем столбик без накида. И ваша задача вот так вот чередовать, получается, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек и так далее до конца ряда. Ряд несложный, у вас обязательно получится. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки. Как мы заканчиваем ряд? После последнего веерочка сделали, вот видите, наши столбики. Дальше 2 столбика пропустили. И вот там, где были 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе, столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Идем дальше. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же в верхушку этого же столбика вернулись и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Есть. Теперь смотрите, перепрыгиваем вот в наш веерочек, вот эта вот арочка из 2 воздушных петелек. Мы в эту арочку провязываем столбик без накида. А теперь будьте внимательны. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь накид. Возвращаемся, получается, сюда же, вот к этому нашему столбику. Вот он, столбик без накида. Ныряем в этот столбик, вытягиваем ниточку, подтягиваем, держим на крючке, не провязываем. 1, сюда же 2, накид, сюда же 3. Теперь провязываем все петельки до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали. Есть такой вот пышный столбик. Накид. Переключаемся вот в столбик без накида между веерочками, который был в предыдущем ряду, и провязываем пышный столбик. Накид. Вытянули ниточку, держим на крючке, считаем 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4. Теперь все вместе провязали до 2 петелек на крючке и потом 2 петельки вместе. Пышный столбик. Теперь смотрите внимательно. Делаем в начале 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Возвращаемся вот к нашим, получается, петелькам от первого пышного столбика и второго. Вот, берем их за основание. Вытягиваем ниточку, подтягиваем на высоту наших петелек, держим на крючке, не провязываем. Считаем 1, накид. Точно так же захватили ниточку 2, накид. Точно так же захватили ниточку 3. Теперь все вместе провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали пышный столбик. Вот что по итогу получается. И этот пышный столбик мы присоединяем, вот, получается, в арочку следующего веерочка. Столбик без накида. Скажем, половинка цветочка нашего. Идем дальше. Накид. Там, где у нас был столбик без накида между веерочками, мы в него провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, 1, 2, возвращаемся сюда же и опять провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Вот такой вот веерочек.
Теперь присоединяемся к следующему веерочку. Вот за арочку провязываем столбик без накида. И наша с вами задача провязать опять вот такие же пол цветочка. Давайте еще раз вместе провяжем. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. Возвращаемся сюда, вот к нашему, получается, столбику без накида. Беремся за него, вытягиваем ниточку, считаем 1, накид. Сюда же 2, накид. Сюда же 3. Провязываем все петельки до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали. Пышный столбик. Есть. Накид. Теперь вот в столбик без накида между веерочками предыдущего ряда в него провязываем еще пышный столбик. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Провязали все петельки до 2 петелек на крючке, 2 петельки зафиксировали пышный столбик. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Возвращаемся вот к верхушкам наших петелек от 2 пышных столбиков. Вот так вот захватываем их. Вытягиваем ниточку. 1, накид. 2, накид. 3. Провязали все вместе до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. И опять его присоединяем вот к арочке следующего веерочка. Вот такая вот красота. Все. И вот так вот шагаете, чередуете, получается. Пол цветочка, веерочек. Пол цветочка, дальше будет веерочек. Пол цветочка, веерочек. И до конца вашего ряда. Справитесь? Я думаю, справитесь. Схемка перед вами, у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наши половинки цветочков, веерочки. Ничего сложного. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. То есть вот после последнего столбика без накида в веерочек предыдущего ряда, смотрите, делаем накид. И там, где у нас был последний столбик без накида, мы в него провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все, наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика столбик без накида. А теперь будьте внимательны. 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше делаем накид. Переключаемся вот в центр, получается. Там, где над нашим центральным веерочком. Вот как бы наш верхушка этого столбика. Да? Захватываем верхушку, вытягиваем ниточку, считаем 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Провязали до 2 петелек на крючке. 2 петельки вместе провязали. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же, вот в этот центр, присоединяемся столбиком без накида. Лепесточек еще один готов. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Опять же сюда в центр ныряем и делаем еще один лепесточек. 1. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Теперь все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе зафиксировали. Еще один лепесточек. Получается, теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. И переключаемся на веерочек на следующий столбиком без накида. Угу. Потихонечку цветочек наш растет. Идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Переключаемся вот в центр наших, получается, лепесточков. Вот верхушка центрального нашего пышного столбика. Вытягиваем ниточку, считаем 1, сюда же 2, сюда же 3. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот в центр столбиком без накида. Теперь опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И делаем еще один лепесточек. Накид. В центр нырнули, вытягиваем ниточку. 1, считаем, 2, 3. Провязали, 2 петельки зафиксировали, еще один лепесточек готов. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся на следующий веерочек, провязываем столбик без накида. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда, потихонечку начинает формироваться цветочек. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся, у вас получится. Так, смотрите, вот когда вы провязали до конца ряда, так как мы заканчиваем,
Мы, получается, после последнего лепесточка сделали 2 воздушные петельки. И вот у нас, помните, были 3 петельки подъема в предыдущем ряду. Мы к третьей петельке присоединяемся столбиком без накида. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же опять вернулись к этому столбику и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Есть. Дальше смотрите, вот верхушечка нашего лепесточка. Вот мы к этой верхушечке присоединяемся столбиком без накида. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот там, где у нас был столбик без накида в предыдущем ряду, вот столбик без накида, мы в него провязываем пышный столбик. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3 и накид сюда же 4. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на следующий наш лепесточек и верхушку лепесточка провязываем столбик без накида. Цветочек. Дальше смотрите. Накид. И вот там, где был столбик без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Вернулись опять сюда же. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Вот такой вот веерочек. Дальше продолжаем опять следующий цветочек. Последний лепесточек остался. Для начала мы вот верхушку этого лепесточка делаем столбик без накида. Присоединяем как бы веерочек, да? Дальше 3 воздушные петельки. И там, где у нас был вот столбик, получается, без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем пышный столбик. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Все вместе провязали, 2 петельки зафиксировали, опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся на следующий наш лепесточек, беремся за верхушку, провязываем столбик без накида. И опять вот в столбик без накида следующий предыдущего ряда провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки и опять сюда же столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. И вот такой вот у нас получается веерочек. Поняли, да? И вот такая вот получается красота. Цветочек уже сформировался, веерочек, цветочек, веерочек. И вот так вот до конца ряда. Угу. Давайте. Несложно, схемка перед вами. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, когда провязали уже до конца ряда, мы начинали ряд, вот у нас было пол веерочка, так, точно так же и заканчиваем. Накид. Там, где был столбик без накида предыдущего ряда, мы в него ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все, наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. Теперь наша с вами задача. Вот там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, в него провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, 1, 2, вернулись сюда же и опять провязали 2 столбика с накидом. 1 и 2. Вот. Получился такой вот веерочек. Мы присоединяемся к верхушке пышного столбика предыдущего ряда столбиком без накида. Есть. Накид. И там, где у нас столбик без накида был опять вот в предыдущем ряду, мы в него провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, 1, 2, вернулись опять сюда же, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Опять получился веерочек. И присоединяем этот веерочек. Смотрите, вот у нас центр веерочка предыдущего ряда. За арочку столбик без накида. И вот так вот шагаете. Вот в этот лепесточек провязали, получается, веерочек. Сюда столбик без накида. В следующий лепесточек веерочек, в арочку столбик без накида. И шагаете до конца ряда. Угу. Получится? Я думаю, получится.
вы, по идее, повторяете самый-самый первый ряд. У нас тоже там были веерочки, столбики, веерочки, столбики. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наш ряд с веерочками, столбиками готов. И заканчиваем мы ряд, смотрите, как вот наш веерочек. Мы присоединяемся к третьей петельке подъема, вот предыдущему ряду. Оп, столбиком без накида. Все, есть. Дальше 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Повернулись. Дальше накид. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. И теперь переключаемся вот в центр нашего веерочка, провязываем столбик без накида. А теперь начинаем формировать точно такие же 3 лепесточка. Получается 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Дальше вернулись сюда же к этому столбику и набираем петельки. Раз, накид, 2, накид, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Дальше, вот там, где у нас получается в предыдущем ряду столбик был без накида между веерочками, в него провязываем пышный столбик. Раз, два, три, 4. Провязали и 2 петельки зафиксировали. И третий получается лепесточек. Вначале мы с вами делаем 4 вернее воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид, вернулись сюда же, получается, и провязываем. Раз, протягиваем вернее петельки. 2, 3. Провязали все вместе до 2 петелек, зафиксировали и переключаемся вот на наш веерочек в арочку столбиком без накида. То есть все, мы с вами, получается, провязали полностью вертикальный раппорт узорчика. Так, вот именно с веерочков предыдущего ряда начинается повторение. Все, и дальше, получается, над каждым цветочком будет цветочек. Смотрим четко по схеме. Все, ничего сложного. Мы с вами вертикальный раппорт провязали. Теперь вы самостоятельно увеличите образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Ну, получится оригинально, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Ну, вернее, провязала, мы с вами вместе провязали один вертикальный раппорт. И тут я еще раз, два. Так, вот что по итогу получается. Несложно, по идее, несложно, да. То есть буквально 4 рядочка, вы их повторяете, и вот получается красота. Единственное, что я бы, конечно, на будущее провязывала бы наверняка цветочки с другим способом. Но такой тоже имеет право жить. Угу. Узорчик у нас получается двусторонним. Выбираете любую сторону, какая у вас больше всего, скажем, лучше получилась, какие вам цветочки больше нравятся, такая будет лицевой. Для кофточек, для кардиганчиков, возможно, для палантинов, но если из данной пряжи, да, будет, конечно, отлично. Если пряжа будет еще толще, либо пряжа будет тоньше, то есть смотрите, подбирайте. Возможно, это у вас будут наволочки, возможно, это у вас будут топики. То есть вот, как бы, на что фантазии хватит. Вот такая красота. Как вам? Вот из моей пряжи вот так вот тянется и вот так вот тянется. Ну, там чуть-чуть, так скажем. Что, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, 37 получается у меня воздушных петелек. Если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, то у меня это получается вот 18 сантиметров, 18,2. Вы должны провязать обязательно образец своей рукой, своей плотностью вязания, своей пряжи, своим крючком. Как бы многие пишут, а сколько мне нужно набрать петелек? Я же не знаю вашу пряжу, я не знаю вашу плотность вязания и каким крючком вы будете вязать. Поэтому я вам скажу, наберите 150 петелек, вы скажете много. Или наоборот скажете мало. Поэтому провязывайте все обязательно своей рукой. Ну и давайте здесь получается 3 раппорта у нас. Так. И у нас здесь получается 12,5 сантиметров, учитывая, что еще у нас целый ряд вспомогательный с новичками мы провязывали. Вот, то есть узорчик в принципе растет. Так? То есть он не медленно растет, не очень быстро растет, но растет. За счет того, что здесь пышные столбики в цветочках, учтите это, пряжи будет кушать много. Вот. А так, в копилочку ваших узорчиков. Если вы уже данным узорчиком вязали, то пишите нам. Нам будет интересно, что вязали, что у вас получилось, сколько пряжи у вас ушло. Потому что я так думаю, что узорчик данный, ну, как бы схемка не новая, да, то есть давно уже, кто-то, возможно, кто-то уже вязал. Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь. Много зрителей смотрят и не подписываются. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в
плейлисты. И обязательно оставляйте комментарии. Помогает продвижению моего канала. За это спасибо вам заранее большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.